Too many times we don't accomplish nearly what we could accomplish because we don't have a high enough view of ourselves. Очень часто мы не достигаем того в жизни, чего мы могли бы достичь, потому что у нас нет достаточного уровня уверенности в себе. Complimenting is finding something someone's doing right now and praising them for that. Вот что такое комплимент? Это когда вы находите то, что человек хорошо делает, хвалите его за это. Expressing confidence is finding something that someone could do in the future and telling them what you see in them. Что такое выразить человеку доверие, уверенность в нем? Это найти что-то, что он может хорошо сделать в будущем и сказать ему об этом. And all of us need people who will believe in us and express confidence in us. Все мы нуждаемся в людях, которые в нас верят, которые доверяют нам, которые чувствуют уверенность в нас. By the way, let me tell you a little secret about men and women. Сейчас я поделюсь с вами маленьким секретом в отношении мужчин и женщин. I think by and large, men have a greater need for appreciation often than even women have. Вы знаете, я уверен, что, в общем-то, в большой мере именно мужчины нуждаются в том, чтобы ими восхищались. Им это нужно гораздо больше, чем женщинам. That's why men so desperately need to be believed in, particularly by their women. И именно вот по этой причине мужчинам очень нужно, они очень нуждаются в том, чтобы в них верили. И особенно, чтобы в них верила их женщина, их жена. You can just do this. Вы можете прямо вот так вот поглядеть. And you can close them down just like that. И ваш бедный мужчина, как улитка, закрылся. Men have a hard time saying that hurts. Вы знаете, мужчинам тяжело вот сказать что-то такое вот болезненное, что принесет боль. Because when I admit hurt, that's about me, and that makes me feel vulnerable, and that's hard to do. И если я признаю, что вот меня сейчас обидели, мне очень тяжело это сказать, потому что если я это признаю, то тогда получается, что меня легко достать. И мне трудно это сказать, трудно признать это. So we men tend to react more often than not with anger, because anger is about you and admitting hurt is about me. So it's easier to be angry. И поэтому на обиду мы, мужчины, предпочитаем реагировать с каким-нибудь злобным выпадом. Почему? Потому что когда это злость, это направлено на тебя, а когда это обида, то это направлено на меня. And because we men have fragile egos, we tend to lean toward being angry or acting angry, when in fact the problem is we feel hurt or disrespected. И именно потому, что наше эго очень хрупкое, когда нас обижают, мы реагируем вот именно злобным каким-то поступком, каким-то, со злобой. Почему? Потому что мы не хотим признавать, что нас обидели. So we all need to get particularly strong at respecting and verbalizing and expressing confidence in others. И поэтому мы должны с вами научиться и постоянно выражать уважение, выражать хвалу по отношению друг к другу. And most of us don't come close to achieving our potential because we don't believe we are what we really are. We don't believe we have the capability or skill that we really do have. И вы знаете, большинство из нас никогда не достигает своего потенциала. Почему? Потому что мы не верим, мы не представляем себе, мы не считаем, что мы являемся тем, кем мы на самом деле являемся. We've been trained growing up that we can only achieve a certain level, and the beauty of the Amway business especially is
the lid's taken off and we could really fly and soar. Вы знаете, когда мы росли, то нас учили, что вот у нас есть вот ограничительная какая-то черта, выше мы прыгнуть не можем. И вот вся красота бизнеса Amway заключается именно в том, что он срывает вот эту крышку, которая закрывает наш потенциал, наши возможности. И мы можем выйти выше и достичь всего, чего мы хотим. You know how they train fleas? Pardon? How they trained fleas? Вы знаете, как блох тренируют? Нет. You didn't know they trained fleas, did you? Вот вы, наверное, даже не знали, что, оказывается, тренируют блох? Нет. They stick them in a jar Значит, этих самых блох, запихивают в кувшин, and put a top on the jar, закрывают крышкой, and those little fleas keep jumping up, и блохи подпрыгивают и подпрыгивают. and they keep hitting their heads on the top of the jar, И головами, у них головы, оказывается, есть, они вот эту вот крышку все время стукаются. and then after a while, one of the smarter fleas says, "This is stupid." И вот проходит какое-то время, и какая-нибудь умная блоха решает и говорит: ребята, ну это же глупость. This hurts too much. Больно вот это все время башкой стукаться. If we only jump this high, we won't hit our heads. А если мы будем вот пониже подпрыгивать, вот на такую высоту, головой стукаться не будем. And we'll have a happy little life in this jar. И тогда вот в этом кувшинчике, в этой банке будем мы себе счастливо и довольно жить. So after a while, they take off the lid, И вот проходит время, уже снимают эту крышку, and those fleas continue to just jump that high. а блохи продолжают подпрыгивать только на вот эту определенную высоту. They could jump out of that jar anytime they want to. Они бы могли в любой момент выскочить из этой банки. They could go find a mangy old dog and have a good meal. Дело в том, что они могли бы выпрыгнуть, найти себе какого-нибудь человека, покушать хорошо. But they still only jump that high. Но они продолжают подпрыгивать только на определенную высоту. Why? Почему? Because they've been conditioned. Потому что вот в свое время им поставили вот этот ограничитель. And all of us become conditioned. И вы знаете, вот такие ограничители есть у каждого из нас. You grow up Вы растете, as a little child, вы еще маленький ребенок, and maybe your parents say you're not that smart. и, может быть, ваши родители говорят вам: ну, ты не настолько умен, You'll never be successful. ты никогда не достигнешь успеха. Or you have a failed relationship, maybe it's a marriage. А может быть, у вас не получились какие-то взаимоотношения, может быть, распался ваш брак. Or you fail in one job or another. Или, может быть, у вас не получилось на одной работе, на другой. The economy goes into a recession and you find that you simply can't make it. Экономика переходит в стадию рецессии, и оказывается, что вы уже не можете заработать достаточно. And it hurts. И вы знаете, все это приносит боль. And so after a while, even though the conditions may be gone, И проходит какое-то время, и, может быть, даже уже условия изменились. you find it comfortable just to jump this high. Но вам уже удобно подпрыгивать только на вот эту определенную высоту. Then you come to an event like this, Но затем вы попадаете вот на такой семинар, and you see people who've jumped out of the jar, и вы видите людей, которые выпрыгнули из этой банки. and you hear people who've advanced and grown and made a great income and are making a great living. И вы слышите, как люди выступают и рассказывают о том, как они преуспели, как много они зарабатывают, какую замечательную жизнь они себе создали. They're building people and developing great teams. Они людей поднимают, и они создают прекрасные команды. They're growing personally and professionally. Эти люди растут и профессионально, и личностный рост у них есть. And all you have to do is realize the lid's off. И все, что вам нужно, это осознать, понять, что крышку уже сняли. And you can soar. И вы можете наслаждаться. And that's the power you have as leaders. И вот именно этой властью, этой силой вы обладаете как лидеры.